Всем привет! Вы на канале Curative CG, компьютерная графика. В этом видео вы узнаете, как пользоваться URender'ом для Cinema 4D. Также покажу, как перенести текстуры из Substance Painter в URender. Начнем. Для начала откроем Substance Painter. Этот проект я создал в одном из моих уроков. Вы сможете посмотреть этот урок у меня на канале. Давайте нажмем на экспорт текстур. Выберем место сохранения. Фитнес текстуры. Поменяем паддинг. Подробно про экспорт текстур также сможете посмотреть у меня на канале. Так как в начале проект был у меня в Metal Roughness, буду экспортировать его в Metal Roughness. Нажимаем на экспорт. Все экспортнулось. Теперь переходим в Cinema 4D. В настройках рендера включим URender. Добавим модель. В плагинах включим окошко URender. Как видим, уже делается рендер в реальном времени. Создадим камеру и кинем на нее тег URender камера. Поставим на камеру тег защиты, чтобы случайно не сдвинуть. Добавим в сцену освещение. URender поддерживает стандартное освещение Cinema 4D. На свет добавлю тег URender, только освещение. Отключу HDR, чтобы освещение было только у источников света, которые мы создадим. Для этого перейду в Environment, но сначала покажу, как настроить HDR. Нажимаем сюда, вы сможете добавить свои собственные HDR. Это вращение HDR-ки. Включить и выключить его видимость, управлять размытием, увеличивать или уменьшать интенсивность. Я полностью отключу HDR. Теперь в сцене работает только один источник света. Перемещу его. Сделаем его как обводку на персонаже. Создам второй источник света. Добавлю на него тег. Перемещу. Будет как прямой свет. Создам третий свет. Также к нему добавлю тег. Он будет как рассеивающий. Уменьшу его интенсивность. Примерно поставлю 24%. Как видим, тени пиксельные. Давайте это исправим. Отключу все источники света, оставлю только самый первый. И теперь буду в каждом источнике света исправлять падение теней. Перейдем в тег первого света. Во вкладке тени повышаем сэмплы.
Также все эти действия мы сделаем со вторым источником света. Перейду ко второму источнику света и также во вкладке тенях повысим сэмплы. И все то же самое сделаем на третьем. Теперь создадим текстуру YouRender. Перекинем на модельку. В Color кидаем Base Color или Diffuse. Далее в Reflections, так как конфиг был у нас Metal Roughness, то выставим эти настройки. Выбираю здесь текстуру металла. Поменяю на Roughness. И добавлю карту Roughness. Также вы можете менять интенсивность бликов в Roughness. Для этого в мод меняем на Multiply. Теперь, двигая ползунок, можно изменять блики. Это работает со всеми текстурами. Перейду к Normal и добавлю карту Normal. Здесь можно менять интенсивность Normal. Далее Displacement. Добавим карту Height. Как видим, Displacement сильно искажает геометрию. И чтобы убрать интенсивность, здесь можно во вкладке Height поставить на 1. Или Strange отпустить до 1%, а Height вернуть в исходное положение. Также мы можем сгладить Displacement во вкладке Smoothing. Для этой модели не хватает Subsurface. Поставлю на него галку. Первое – это интенсивность подповерхностного рассеивания. Поставлю на 0,1. Это у нас глубина рассеивания. Поставлю на 0,1. Далее перейдем во вкладку полупрозрачности. Это у нас интенсивность полупрозрачности. Поставлю на 0,5. Оболочка полупрозрачности. Примерно 0,11. И смещение теней 1,2. Давайте подповерхностное рассеивание увеличим все на максимум, кроме интенсивности. Поменяем цвет, сделаем красным. Приступим к текстурам глаз. Здесь Base Color, Metal и Roughness.
Соответственно, добавим Normal и в Displacement Height и уменьшим интенсивность. Здесь не хватает блика в глазах. В YouRender есть специальная вкладка, это эффект покрытием лака. Его можно регулировать. Поставлю ближе к максимуму. Перейдем в настройки рендера и поднимем антиальязинг. Далее в тенях подниму все на 8К. Сравнивая с предыдущей картинкой, тени стали намного лучше. Можно включить виньетку и коррекция цветов. В нем можно менять кривую. Вот такой вот рендер получился. Покажу, как использовать волосы в YouRender. Вы можете посмотреть урок по созданию волос в Cinema 4D у меня на канале. После создания волос перейдем во вкладку «Создать» и поменяем тип на треугольники или окружность. Если этого не сделать, то YouRender не увидит волосы. Чтобы поменять цвет волос, нужно создать новый материал YouRender и добавить на волосы. Если не создавать отдельный материал, то YouRender будет делать их белыми. Давайте создадим новый материал. Также можно изменять блики и отражения. Добавлю материал на волосы. В настройках рендера забыл упомянуть про Ambient Occlusion. Он автоматически включен, но если он выключен, то перейдите во вкладку «Эффекты» и поставьте здесь галку. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо и пока!